Здравствуйте, уважаемые зрители! Я юрист Валерий Табаков, и сегодня я хочу поделиться своим анализом и рекомендациями по уголовному делу Вячеслава Зинченко. Я не адвокат Зинченко, но как профессионал в области права я вижу в этом деле серьезные проблемы, которые требуют внимания. Моя цель – предложить защитникам Зинченко и самому Вячеславу стратегию, которая поможет обеспечить справедливое рассмотрение дела. В центре нашего обсуждения показания Зинченко о принадлежности изъятого телефона и файлах на нем. Обстоятельства, которые ставят под сомнение их юридическую силу этих показаний. Это видео будет подробным, чтобы полностью разобрать ситуацию и дать четкие рекомендации. Давайте начинать. Первый ключевой момент – это признание Вячеслава Зинченко о том, что изъятый в его квартире телефон якобы принадлежит ему, а файлы на этом устройстве были загружены им самим. С юридической точки зрения такие показания могут быть важны, но их значение зависит от того, как они были получены, и есть ли другие доказательства. Лично я не верю, что телефон действительно принадлежал Зинченко, и что именно он загружал туда файлы. Почему? Потому что по имеющейся информации эти показания были получены в условиях, которые вызывают серьезные вопросы. Мне известно, что при задержании 25 июля 2024 года Вячеслав Зинченко был избит сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, во время пребывания в следственном изоляторе он подвергался насилию. Эти обстоятельства подтверждаются тем, что Зинченко ходатайствовал о помещении в отдельную камеру из-за угроз его безопасности. Но суд, к сожалению, отказал в этом. Такие условия содержания и факт насилия ставят под сомнение добровольность его показаний. Согласно статье 87 Уголовного процессуального кодекса Украины, доказательства, полученные с нарушением прав человека, в том числе путем насилия или угроз, являются недопустимыми. Это значит, что если защита докажет факт избиения или насилия, показания Зинченко о принадлежности телефона и загрузке файлов должны быть исключены из дела. Хотя на данный момент у нас нет подтвержденных медицинских доказательств насилия, я настоятельно рекомендую адвокатам Зинченко немедленно зафиксировать любые возможные следы физического воздействия. Например, запросить медицинское освидетельствование или собрать свидетельские показания. Это критически важно для подтверждения факта принуждения. Теперь перейдем к содержанию файлов на изъятом телефоне. Сторона обвинения утверждает, что эти файлы указывают на подготовку Зинченко какого-то преступления. Однако, согласно материалам дела, была проведена лингвистическая экспертиза, которая не выявила в этих файлах ничего такого, что прямо свидетельствовало бы о подготовке убийства или других преступных действий. Это крайне важный момент, и я хочу, чтобы вы его запомнили. Согласно статье 75 УПК Украины, доказательства, полученные в результате экспертизы, имеют приоритетное значение, если экспертиза проведена в соответствии с установленными процедурами. Если лингвистическая экспертиза действительно не нашла в файлах ничего компрометирующего, а это так, сторона обвинения обязана объяснить, почему она
считает эти файлы уликой. И вообще, считает ли она эти файлы уликой. На данный момент таких обоснований, насколько мне известно, нет. Это серьезный пробел в позиции обвинения. Более того, статья 23 УПК Украины гарантирует принцип состязательности сторон. Это значит, что защита имеет право требовать, чтобы результаты экспертизы были оглашены в суде и приобщены к материалам дела. Если обвинение игнорирует выводы экспертизы, это может быть основанием для заявления о нарушении принципа состязательности. Я рекомендую адвокатам Зинченко подать соответствующее ходатайство, чтобы суд дал правовую оценку результатам экспертизы. Кроме того, я ставлю под сомнение сам факт принадлежности телефона Зинченко. Даже если телефон был изъят в его квартире, это не доказывает, что он принадлежит именно ему, и что именно он загружал туда файлы. Для этого нужны объективные доказательства. Данные оператора связи, отпечатки пальцев, геолокация или другие технические сведения. Я советую защитникам Зинченко ходатайствовать о проведении независимой экспертизы телефона, чтобы установить, действительно ли он принадлежал их подзащитному. Действительно ли подзащитный контролировал этот телефон, будучи во Львове. И кто загружал туда файлы. Вернемся к показаниям Зинченко. Как я уже сказал, есть основания полагать, что они были получены под принуждением. Статья 95 УПК Украины требует, чтобы показания подозреваемого были добровольными. Если человек признается в чем-то под давлением, угрозами или в результате физического насилия, такие показания не имеют юридической силы. Это базовый принцип справедливого правосудия, закрепленный в украинском законодательстве. Мне известно, что Зинченко был избит при задержании и подвергался насилию в СИЗО. Более того, его ходатайство о переводе в отдельную камеру, поданное из-за угроз безопасности, было отклонено судом. Это усиливает наши подозрения о давлении на него. Даже без медицинских доказательств на данный момент защита может использовать другие способы подтверждения насилия. Например, свидетельские показания, записи с камер наблюдения или жалобы, поданные Зинченко в правоохранительные органы. Я рекомендую адвокатам немедленно подать жалобу в Государственное бюро расследований для проверки действий сотрудников, причастных к задержанию и содержанию Зинченко. Кроме того, Украина обязана соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека. Согласно статье 3 этой конвенции, никто не может подвергаться пыткам или бесчеловечному обращению. Если защита докажет факт насилия, это станет основанием не только для исключения показаний, но и для привлечения виновных к ответственности. Это также может быть использовано в будущем в Европейском суде по правам человека, если дело дойдет до международного уровня. На основании вышеизложенного я рекомендую адвокатам Зинченко подать ходатайство о признании его показаний о принадлежности телефона и загрузке файлов недопустимыми доказательствами. Пример такого ходатайства, которое могут адаптировать под конкретные обстоятельства дела, будет загружен мной в описании, ссылка дана, и, возможно, в одном из комментариев. Текст такой. Ходатайство о признании доказательств недопустимыми. Шевченковский суд по уголовному производству номер, заявитель ФИО адвоката, контактные данные,
заинтересованные лица, следователь, прокурор, если данные их известны. В производстве Шевченковского суда находится уголовное производство номер по обвинению Зинченко в совершении преступления по статье такой-то. В ходе досудебного расследования указать дату задержания или допроса, ну, например, 25 июля 2024 года, ну, а также дата заявления Зинченко ходатайства о переводе в отдельную камеру. Мой подзащитный Зинченко Вячеслав дал показания о том, что изъятый в его квартире мобильный телефон, указать его характеристики, модель, имей принадлежит ему, а файлы на этом устройстве были загружены им лично. Однако указанные показания были получены в результате применения к моему подзащитному физического насилия и психологического давления со стороны сотрудников правоохранительных органов при задержании и во время пребывания в следственном изоляторе. Факт насилия подтверждается такими обстоятельствами: заявлениями Зинченко о применении к нему избиения при задержании и насилия в СИЗО, ходатайством Зинченко о переводе в отдельную камеру в связи с угрозами его безопасности, которое было подано такого-то числа и отклонено судом. Другие возможные доказательства, например, свидетельские показания или жалобы в ГБР, если они будут собраны. Согласно статье 87 Уголовного процессуального кодекса Украины, доказательства, полученные с нарушением прав и свобод человека, в том числе путем насилия, угроз или иных незаконных действий, являются недопустимыми и не могут быть использованы в уголовном производстве. Согласно статье 95 УПК Украины, показания подозреваемого должны быть добровольными. Показания, данные под принуждением, не могут считаться достоверными и подлежат исключению из числа доказательств. На основании выложенного и руководствуясь статьями 87, 95 и 23 УПК Украины, статьей 3 Европейской конвенции по правам человека, прошу признать показания Зинченко Вячеслава, данные относительно принадлежности мобильного телефона и загрузки в него файлов, недопустимыми доказательствами. Исключить указанные показания из числа доказательств по уголовному производству номер. Обязать сторону обвинения предоставить объективные доказательства принадлежности телефона Зинченко, такие как результаты независимой экспертизы, отпечатков пальцев, ДНК или данных оператора связи. Приобщить к материалам дела результаты лингвистической экспертизы, подтверждающие отсутствие в файлах телефона доказательств подготовки преступления и загрузки туда файлов лично Зинченко. Приложение: копия ходатайства Зинченко о переводе в отдельную камеру, другие документы, например, жалобы в ГБР или свидетельские показания, дата, подпись. Я настоятельно рекомендую адвокатам Зинченко предпринять следующие шаги. Фиксация фактов насилия. Даже если медицинские доказательства пока отсутствуют, необходимо немедленно запросить медицинское свидетельствование Зинченко для выявления возможных следов травм. Также стоит собрать свидетельские показания или запросить записи с камер наблюдения при задержании в СИЗО. Жалоба в ГБР. Подать жалобу в Государственное бюро расследований на действия сотрудников правоохранительных органов, причастных к избиению и насилию. Экспертиза телефона. Ходатайство о проведении независимой экспертизы телефона для установления его принадлежности, а важно также и источника файлов, кто их туда загружал. И контролировал ли Зинченко этот телефон, если будет установлена его принадлежность, в момент загрузки файла. Использование результатов экспертизы. Настаивать на приобщении результатов лингвистической экспертизы к материалам дела и требовать их учета в суде. Обжаловать отказ суда. Рассмотреть возможность обжалования решения суда об отказе в переводе Зинченко в отдельную камеру, так как это может быть связано с нарушением его права на безопасность. Статья 3 ЕКПЧ.
Зинченко, в свою очередь, должен активно сотрудничать с адвокатами, предоставляя всю информацию о фактах насилия и обстоятельствах дачи показаний. Если он продолжает находиться в опасности в СИЗО, необходимо повторно подать ходатайство о мерах защиты. Дело Зинченко – это не просто история одного человека. Это вопрос соблюдения закона и защиты прав каждого гражданина. Если правоохранительные органы будут безнаказанно применять насилие, чтобы выбить показания, игнорировать результаты экспертиз и нарушать принципы справедливого правосудия, это создает угрозу для всех нас. Сегодня это Зинченко, а завтра это может быть любой из вас. Я призываю всех, кто смотрит это видео, следить за делом и поддерживать борьбу за справедливость. Если у вас есть информация, которая может помочь в расследовании, свяжитесь с адвокатами Зинченко или поделитесь ею анонимно. Можно и со мной. Мы будем публиковать обновления по делу на этом канале, так что подписывайтесь, чтобы оставаться в курсе. В заключение хочу подчеркнуть. Показания Зинченко, вероятно, полученные под насилием, могут быть доказательством. Лингвистическая экспертиза не нашла в файлах телефона ничего, что указывало бы на преступление. Я рекомендую адвокатам Зинченко подать ходатайство об исключении этих показаний и требовать объективных доказательств от обвинения. Закон должен защищать права человека, а не служить инструментом репрессий. Спасибо за внимание. Это видео заняло 17 минут. И это потому, что я хотел подробно объяснить ситуацию и дать конкретные рекомендации. Если есть вопросы у вас или комментарии, оставляйте их под видео. Мы продолжаем следить за делом и бороться за справедливость. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.